Кету в Накшатре Вишакхи и прошлая жизнь. 16-я Накшатра Вишакха расположена в знаках Весы и Скорпион. Планетарный владыка– Юпитер. Главенствующие божества– Индра и Агни. Символы Накшатры– триумфальная или свадебная арка и гончарный круг. Звезды Вишакхи образуют раздвоенную ветвь, и поэтому часто человек оказывается на распутье. Но как только он выбирает направление, у него появляются амбиции, а также терпение, чтобы добиться успеха. Это Накшатра исполнение желаний, исполнение цели, потому что она дает решимость и однонаправленную сосредоточенность на финишную черту. Это также показывает жест Виктори. Человек призван побеждать, нацелен исключительно на разгром врага. Планетарный владыка Юпитер поддерживает цели и амбиции человека, так как Брихаспати является наставником Индры. Раскрытие имя Бога вместе с божественной Сомой – это может быть опьяняющим эликсиром на пути. Человек может, проходя по каждой чакре, побеждая, дойти до шишковидной железы, до коронной чакры Сахасрари, потому что там находится его истинный гуру, там наставник Индры. Возможно полностью уничтожение старого «я» и новое рождение, получение потока знаний и истинное посвящение на высшем уровне. Вишакха – это единственная накшатра с двумя разными божествами, такими как могущественный Индра и очищающий Агни, каждая из которых имеет свои индивидуальные накшатры. Индра председательствует над накшатрой Джиешка, а Агни управляет накшатрой Критика. Индра – это царь богов. Он наслаждается всеми предметами роскоши, пьет сому и играет в азартные игры. Агни – бог огня, который вместе с Индрой имеет право пить сому. Огонь интеллекта, который переваривает идеи и слова в мудрость. Агни переносит подношения от людей к богам и обратно. Он присутствует во всех огненных ритуалах. Символика накшатры арка – это очень важный символ и считается показателем королевского статуса, правительственных зданий, дворцов, роскошных отелей. Это символ победителя. Вишакха имеет связь с Радхой и говорит также о божественной любви между Кришной и его возлюбленной, брак между небом и землей, соединение двух миров. Другой символ – гончарный круг. Человек изначально думает, что мир вращается вокруг него. Он управляет и правит миром, и это может делать его эгоистичным и эгоцентричным. Но в конечном итоге он понимает, что он тот горшок, который формируется и лепится Вселенной. С возрастом человек становится более утонченным и сосредоточенным на Боге. Также данный символ означает, что человек имеет творческую и художественную натуру. Гончарный круг должен быть запущен, чтобы духовно прогрессировать, совершенствоваться и становиться ближе к центру, ближе к Богу. Животное накшатры – тигр. Тигр охотится ночью, так как обладает отличным зрением в темноте. Очень осторожное животное, которое ведет себя тихо во время охоты, и жертва даже не поймет, что ее внезапно поразило. Тигр атакует внезапно. У него есть рисунки в виде браслетов по всему телу, чтобы отпугнуть хищников и показать, что они присутствуют, и с ним не стоит связываться. В прошлой жизни человек просыпался около 3-4 утра или осознавал, что не спит. Также могла быть привычка перекусывать в полночь. У него мог быть огромный аппетит. Он был ненасытным как в еде, так и в удовольствиях. Ненасытным как в материальном, так и в духовном плане. Мог внезапно напасть и причинить вред другому, когда считал, что его провоцируют. В его глазах можно было увидеть извергающий огонь. Человек любил носить различные браслеты и украшения на своем теле, чтобы показать свой статус. В прошлой жизни мог испытать торжественное приветствие под триумфальными воротами, быть известным и удостоенным различными наградами. Человек умел лепить что-то из ничего, мог создать бизнес из воздуха, был очень творческим и в постоянном процессе, в движении. Его окружение вращалось вокруг него. Он управлял и направлял их к выполнению своих целей. В прошлой жизни обладал сексуальной одержимостью, всегда смотрел похотливым взглядом на противоположный пол, мог на протяжении долгого времени преследовать объект своего вожделения. В какой-то момент своей жизни мог соблазнить чужую супругу. За это мог понести наказание в виде болезни, проклятия или уединения и долго отмаливать данный грех. У Индры есть неуверенность, которая выражается в страхе оказаться без своего трона. Так и у человека могла проявляться неуверенность в себе и неспособность смириться с поражением от другого человека. Он хотел быть победителем, стать первым, и для этого мог сделать все возможное и невозможное. У человека всегда было разделение в выборе, что делать, что нет, какое решение принять. Из-за этого могло быть раздвоение личности, или из-за такой неразберихи в жизни постоянно менялось настроение.
В то же время был очень умен в выборе своей миссии в жизни. Он мог не доверять никому и не влюбляться ни в кого, играя в шпионскую игру. Человек мог иметь навязчивую идею шпионить за другими или подглядывать за женщинами. Человек мог легко проникнуть в сердце своего врага, подружившись с ним, и когда он знал, что причиняет ему боль больше всего, использовать это против него. Было желание спустить небеса на землю, иметь красивый дом, бар в доме, изысканные вещи, устраивать вечеринки и получать все удовольствия с небес. Мог любить рисовать обнаженных или танцующих женщин. В прошлой жизни мог иметь дело с тайными обществами, быть одержимым в изучении масонства, истории иллюминатов. Человек мог быть торговцем, купцом. Он не хотел, чтобы ему говорили, что делать, когда. Он делал, что ему угодно. Устанавливал свою цену, свой собственный час и сам выбирал работу. Если рожден был слугой, снаружи мог быть преданным, но внутри он был Индра и быстро достигал взлета в карьере и получал наилучшую оплату даже в чужом деле. В прошлой жизни увлекался огненными ритуалами, любил готовить на костре и устраивать барбекю-вечеринки. Также мог увлекаться сигарами или быть курильщиком. В прошлой жизни, в зависимости от своих действий, получал быстро обратную карму. Профессии. Человек будет выстраивать идеологию и догмы и с удовольствием заниматься многими делами сразу, иметь несколько профессий. Это лидеры, диктаторы, победители, которые будут устраивать чрезмерно пышные празднества в честь своих побед. 4 пады Вишакхи. Овен. Цель – поддерживать отношения в жизни. Человек должен научиться любить себя, стать более уверенным, а также балансировать отношения и перестать чрезмерно потыкать своим желаниям. Телец. В этой жизни человек должен идти к высшей цели, и он узнает некоторые скрытые истины и тайны, чтобы исполнить свою ожидаемую карму в этой жизни. Человек также должен научиться истинной любви и преданности. В противном случае его может ожидать безрассудство, непостоянство и потеря унаследованного состояния. Близнецы. Человек должен меньше говорить и обретать мудрость. Обретая мудрость и идя по праведному пути, очень важно для него в этой жизни. Никогда не проявляйте неуважения к какой-либо религии. Рак. Человек должен проявлять любовь к своей матери, родине или материнской фигуре, избегать высокомерия и лени, держать баланс между карьерой и семьей.